Я с удовольствием представлю сейчас человека, Маркушину Елену Геннадьевну, которая сочетает в себе практика ученого, преподавателя, который учит студентов. Поэтому, Елена Геннадьевна, вам слово. Поделитесь опытом. Здравствуйте, дорогие коллеги и участники круглого стола. Очень рада видеть знакомые лица и быть с вами на связи, хоть и на дистанции, но вживую. Ведь, возможно, в скором будущем вместо нас на таких событиях будут выступать наши аватары, управляемые AI-агентами. Поэтому, Светлане Евгеньевне, отдельное спасибо за приглашение и за организацию именно такого вот живого общения. В адлеровских чтениях я принимаю участие уже 4-й раз, так что тема 8 принципов, которые изменили мир, она мной уже освещалась. Сегодня я хотела бы задать несколько другой угол зрения из настоящего, из реальности, из того факта, что мир уже изменился. Изменился он не под влиянием принципов, а под влиянием технологий. И, как скоро мы увидим, в том, что касательно качества управления, технологии, а именно и конкретно искусственный интеллект, как нигде, наверное, здесь на своем месте. Насколько я поняла замысел организаторов, нашим потребителем сегодня является студенчество, да? То есть ребята, которые учатся в финансовой академии. В МИСИСе и в других вузах. Во-во-во, технари. То есть при подготовке я исходила из того, что нас будут слушать люди, которые уже знают, что искусственный интеллект – это, конечно же, не чат GPT и не равно нейросети, которые в том числе помогают писать курсовые работы, а нечто большее. Мое сообщение сегодня имеет иллюстративный характер. Мы назовем только 6 аспектов менеджмента качества, просто не успеть больше. Назовем компании, которые определили проблемы в данной сфере и решили их с помощью искусственного интеллекта. И назовем инструменты, которые они применили. Итак, там, где у нас раньше был визуальный контроль качества, сейчас у нас чаще всего компьютерное зрение. Нейросеть анализирует видеопотоки и изображения с камер на конвейере, чтобы выявить микродефекты, царапины, трещины или неправильную сборку. Точность мы здесь получаем до 95%. В некоторых отраслях, таких как фармацевтика или пищевая промышленность, критичным является целостность упаковки и точность нанесения необходимых контрольных сведений. В данном случае искусственный интеллект мгновенно проверяет правильность нанесения этикеток, сроков годности и целостность упаковки. Какие мы можем привести примеры в качестве бенчмарка? Северсталь использует системы компьютерного зрения для поиска дефектов на поверхности горячекатанного проката. Нейросеть в реальном времени анализирует видеопоток и классифицирует виды брака. Это позволяет снизить объем некондиции на 10-15%. Не так давно у нас был принят новый ГОСТ в строительстве, и в соответствии с ним на стройплощадках теперь применяется компьютерное зрение для оценки качества бетонных смесей и других материалов. То есть это происходит непосредственно на стройплощадке. В качестве примера, конечно, можно привести Магнит или хорошо всем известный X5 Group. Там искусственный интеллект проверяет качество овощей и фруктов на распределительных центрах с помощью видеоаналитики. То есть автоматически отбраковывается некачественная продукция. Многие из нас уже сталкивались в медицине с тем, что искусственный интеллект используется для анализа рентгеновских снимков и МРТ. А здесь искусственный интеллект выступает в роли второго мнения для нашего лечащего врача. Применяется компьютерное зрение в сельском хозяйстве, когда анализирует снимки, получаемые со спутников. Это помогает агрономам выявить проблемные зоны на полях, где качество посевов ниже нормы. Для этих задач используется отечественное программное обеспечение. Можно назвать систему Quantron Smart. Это такая отечественная программная платформа для создания промышленных систем технического зрения. Она ориентирована на контроль качества сборки и упаковки. И для того, что я сказала по поводу снимков анализа, используется Direct Farm, тоже наша российская разработка.
Должна сказать, что человек полностью не исключен из этого процесса визуального контроля. И я хочу вам привести пример из нашей зарубежной практики. Наверное, некоторые из вас знают о том, что наше профессиональное сообщество лидеров перемен, оно имеет отделение в итальянском Турине, что позволяет нам посещать итальянские промышленные предприятия. И в частности, в прошлом году, среди прочих, мы посетили компанию Valeo. Это международный концерн, который производит автомобили класса люкс. В этих машинах, в том числе в гоночных, весомую долю стоимости автомобиля занимает система рулевого управления. Естественно, это очень такая сложная система, напичканная там электроникой. Так вот, при производстве самого руля, когда в финале искусственный интеллект контролирует готовность, комплектность, все, что нужно, именно человек последний, кто проверяет качество собственного исполнения оплетки, потому что бывали случаи, когда искусственный интеллект не замечал какой-то небольшой штрих, а сам руль, конечно, должен быть идеален на вид и никаких погрешностей такого рода иметь не должен. Ну вот именно через зарубежный пример мы перейдем ко второму аспекту всеобщего качества – предиктивному качеству. В управленческом обиходе его часто просто называют встроенным качеством. Основная задача Predictive Quality – это прогнозирование брака через анализ причин его возникновения. Искусственный интеллект выделяет скрытые закономерности между параметрами процесса и дефектами, помогая быстрее найти коренную причину проблем, которую человек может и не заметить. Мы, конечно, рассмотрим и российские примеры, но для начала заглянем на одну из производственных площадок концерна Stellantis, снова в Турине. Рекомендую вам погуглить, что это за такой транснациональный монстр, который на сегодня владеет такими автобрендами, как Jeep, Fiat, Peugeot, Ram, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Maserati, Citroën, Dodge, Abarth и другими. В прошлом году также нам удалось посетить дивизион, который производит электромобили и батареи к ним. Как вы понимаете, этот пункт интереса связан и с зеленой повесткой, во многом спорной, и с будущим автомобилестроения, и с инновациями. Посетили мы конкретно Battery Technology Center, который занимает площадь 24 тысячи квадратных метров на территории завода Fiat. Пока я рассказываю, вы видите сюжет, который был создан как видеоприложение к более развернутому материалу. Вы можете найти его на канале Дзен нашего проекта «Высшая школа реформаторов» в подборке «Италия рядом». Stellantis в сотрудничестве с SAP они разработали такую систему, называется она IBIS – Intelligent Battery Integrated System, которая интегрирует функции преобразования энергии непосредственно в аккумуляторные модули, что делает их более интеллектуальными, в данном случае способными управлять программами зарядки и разрядки оптимальным способом. Система IBIS была протестирована на прототипах, таких как Peugeot E3008, где передовое программное обеспечение анализирует рабочие данные в режиме реального времени. Stellantis сотрудничает с Factory Energy для интеграции искусственного интеллекта в процесс тестирования твердотельных аккумуляторов. Батареи тестируют в экстремальных условиях от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. Это экстремальные условия считается. Анализ полученных данных позволяет донастроить технические характеристики аккумуляторных батарей. Вернемся в наши пенаты и посмотрим, какие примеры можно привести у нас. Во-первых, Сибур применяет искусственный интеллект для предиктивной аналитики на нефтехимических установках. Система подсказывает выход параметров качества продукции, например, вязкости полимеров, за пределы нормы, позволяя операторам корректировать процесс до появления брака. Новолипецкий ЛМК внедрил цифровых советчиков, которые оптимизируют расход сырья и электроэнергии при сохранении заданных характеристик прочности стали. Русагра использует нейросети для анализа снимков с дронов и спутников. Я сегодня уже упоминала компьютерно-видные спутники, но это несколько уже другой ракурс.
В данном случае это позволяет оценивать качество посевов и выявлять сорняки и болезни растений на ранних стадиях, что напрямую влияет на итоговое качество зерна. И последними хотела бы пример привести, это компания Эконива, которая внедряет искусственный интеллект для мониторинга состояния крупного рогатого скота. Компьютерное зрение отслеживает поведение животных, выявляет отклонения в питании, здоровье, реакциях каких-то, что критично для поддержания стабильного высокого качества молока. Третью группу примеров можно было бы не выделять отдельно, поскольку, например, в Lean менеджменте, я не знаю, сейчас изучают студенты Lean или нет, но тем не менее, все это вместе относится к встроенному качеству. Однако, предиктивный контроль сырья и хода технологических процессов не то же самое, что профилактический контроль оборудования и оснастки, верно? Поэтому третьим пунктом у нас будет предиктивное обслуживание оборудования. Здесь мы выделим две задачи. Это мониторинг текущего состояния станков в моменте и предотвращение дефектов в конечной продукции из-за износа технических средств. В первом случае мы с помощью датчиков собираем данные о вибрации, звуке, температуре оборудования, и на основе этих данных искусственный интеллект прогнозирует поломки. Во втором случае мы устраняем изношенные детали до того, как начнет падать качество конечной продукции или выходить брак. Если мы возьмем из двух слов предиктивный и анализ две части первой и соединим их, то получим слово «рано». Так называется отечественная система предиктивной аналитики для сложного промышленного оборудования. Она в реальном времени мониторит состояние агрегатов и заранее предупреждает о рисках снижения качества продукции. Как это работает, можно посмотреть. Росгидро, например, на второй Якутской ГРЭС использует ПРАНы для мониторинга газотурбинных установок. Газпромнефть Восток мониторит оборудование на Шенкинском месторождении. И интересный кейс ОДК, на мой взгляд. Это Объединенная двигательная корпорация, где искусственный интеллект мониторит состояние сложного оборудования. Четвертую группу примеров я предлагаю посвятить контролю качества услуг и процессов. Тоже две задачи мы тут выделим. Одну простую, знакомую, и другую посложнее. Но прежде на секунду вернемся к факту, который я уже упоминала. В 2024-2025 годах в России вступили в силу новые ГОСТы, регламентирующие применение искусственного интеллекта в строительстве для контроля безопасности ведения работ и соответствия объектов проектам. Искусственный интеллект анализирует данные с камер и лидаров для проверки точности выполнения этапов строительства, например, правильность армирования или установки перекрытий. Отечественная система Q-мониторинг для этого применяется. Вполне информативный сайт у этой компании и у ее соседки по Сколково компании Sarax. Ее решения известны в отрасли, они мониторят стройку с использованием цифровых двойников и фотограмметрии и сопоставляют с BIM-моделью. Таким образом, автоматически выявляются отклонения от плана и от стандарта. Конечно, стройка – это процесс масштабный, сложный. На его фоне процессы из других отраслей кажутся не такими впечатляющими, однако во многие из них уже вовлечены простые граждане, а не только представители какой-то одной отрасли или проекта. Многие из нас помнят, как в телефонной трубке прозвучало «Ваш разговор может быть записан». Да? Система распознавания голоса и искусственный интеллект позволяют не только записывать и оценивать 100% звонков постфактум, а анализировать их в режиме реального времени. Что делают умные системы при нашем обращении в колл-центр, например? Они оценивают, как соблюдается скрипт со стороны техподдержки, каков эмоциональный фон нашего обращения, его динамика в процессе разговора. И так мы можем контролировать качество услуги в режиме реального времени. Всегда особенно приятно приводить примеры разработчиков, не просто российских, а именно питерских. Вот на слайде вы видите некоторых из них даже в лицах. Я отправила запрос на получение дополнительной информации, кроме той, которая представлена на сайтах. Но отклика не получила.
Поэтому вы можете сами поизучить эти компании заочно. Just AI, Target AI, Nauman – это все очень хорошо известные компании на рынке. Они часто являются инициаторами и участниками отраслевых форумов. Моя задача – привлечь внимание тех, кто все еще повторяет мантру, что Россия все заимствует и ничего не может. Это устаревший нарратив, даже в либеральных кругах. Не только к лидерам российской AI-отрасли большой интерес как внутри страны, так и за рубежом. И последний пример из 4-й группы связан с тем, что ПО – это тоже продукт. У программного обеспечения тоже есть процесс производства и контроля качества. Так вот, процесс тестирования ПО сейчас у многих разработчиков не просто автоматизирован, а осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Группы AI-агентов сами генерируют тестовые случаи, сами придумывают инциденты, определяют их приоритетность и запускают самовосстанавливающуюся автоматизацию для регрессионного тестирования. Останутся ли живые тестировщики совсем без работы? Вот для меня пока большой вопрос. Пятым аспектом из концепции всеобщего качества назовем управление на основе данных. Знаменитый американский статистик и старший коллега Юрия Павловича Адлера Уильям Эдвардс Деминг наверняка с интересом откликнулся бы на те изменения, которые произошли в данной сфере. Фактически все, что мы сегодня рассмотрели через призму ИИ, это так или иначе управление на основе данных, только данные очень разные. Поскольку у нас люди из МИСИС слушают, то замечу, что в металлургии преобладают решения для умного производства и контроля качества материалов. Какие есть отечественные решения? В Череповце находится компания Millennium Systems, которая специализируется на системах машинного зрения. Мы о нем говорили сегодня в самом начале. У нее есть такой продукт SmartView. Платформа используется для автоматической инспекции поверхностей, поиск трещин, дефектов покраски и так далее, в металлургии и на пищевых производствах. Нефтехимические и машиностроительные компании используют крупнейшую российскую платформу «Цифра», которая собирает данные с датчиков для предсказания качества продукции и предотвращения поломок. Прана я сегодня уже упоминала. Ее использует компания «Альфа-страхование» для ретроспективного анализа инцидентов, ставших причиной страховых случаев. Аналитику больших данных использует Smart Agro, производитель решений для цифровизации агропромышленных комплексов. Я сегодня тоже уже упоминала контроль здоровья животных и качества сырья. Как мы знаем, в любой системе качества центральная роль отводится заботе о клиенте. Как получить его подлинное мнение об услуге? Только предоставив полную свободу выражений. И как обработать полученные сведения – это уже наша проблема. Вот пример на эту тему, который еще дает подсказку, как отличить двоих таких разных специалистов по управлению изменениями. Вы знаете, что это моя сфера управления изменениями, и люди в ней часто путаются. Так вот, задайте собеседнику вопрос, что такое НЛП? Представитель психологической школы Change Management, который из отдела персонала, ответит, что это нейролингвистическое программирование. А мой коллега, технарь из дирекции по развитию, он ответит, что это мат-модели и алгоритмы обработки естественного языка. Такие модели используются для обработки клиентских отзывов и рекламаций. И последним пунктом я выбрала поддержку актуальности и автоматизацию самой системы качества. Если компания уже была сертифицирована, скажем, по стандарту ISO 9001, то, возможно, в ней вы сегодня обнаружите то, что называют умной документацией. Искусственный интеллект используется для автоматического анализа, классификации и аудита документов. Саму эту задачу можно было бы решить и простой автоматизацией на базе языков программирования. Но на слайде перечислены фирмы, где бюрократию в СМК поддерживает как раз искусственный интеллект. Я остановлюсь только на одной из старейших российских IT-компаний. Еще в 2002 году для первого в России портала по управлению изменениями я записала интервью с основателем компании Digital Design Андреем Федоровым.
Интервью до сих пор лежит на своем историческом месте. Возможно, мы его перенесем попозже на Дзен Высшей школы реформаторов. Digital Design – своя система управления контентом и бизнес-процессами, но это прекрасная иллюстрация к тому, как подготовленные данные, компетенции в управлении знаниями и проектами делают очевидной пользу от использования искусственного интеллекта. Сама я изучала введение в искусственный интеллект за рубежом, и в моей группе были ребята на 30 лет меня моложе, не программисты в основном. Мне казалось, что все мое программистское прошлое – это балласт, лишние знания. Подразумевалось что вот вы научитесь промптингу, и будет вам счастье. И вот мы освоили Python, NetN, познакомились с моделями и AI-агентами и приступили к проектам. И вдруг оказалось, что первый шаг вовсе не выбор триггера в NetN. Что если ты не умеешь мыслить в логике бизнес-процессинга, если не знаешь, что такое workflow, dogflow и dataflow, и не умеешь их увязывать, если не понимаешь распределение ролей в проекте автоматизации и так далее, то получится у тебя красивая обертка с трухой под капотом. Бесконечным переписыванием системного промпта не преодолеть отсутствие навыков работы с информацией и фундаментальных знаний. А если ты программист по образованию и опыту, но не знаешь производственной реальности, то полезность твоих решений как для бизнеса, так и для потребителя будет спорной. Поэтому, на мой взгляд, лучший эффект от ИИ в бизнесе дает именно союз IT-специалистов с замами генерального директора по развитию, с теми самыми технарями, моими коллегами, которые знают системное управление изменениями и обеспечивают связь деловой реальности с технологиями. Если вас интересует тема входа в искусственный интеллект для бизнеса, ссылку на материал я приложу к описанию к видео. Затем желаю вам дальнейших успехов и благодарю за внимание.